Привет! Сегодня попытаюсь кратко рассмотреть такую тему, как Учанское восстание. Учанское восстание – это вооруженное восстание против правящей династии Цин, произошедшее 10 октября 1911 года, положившее начало Синьхайской революции. Восстание и последовавшая за ним революция непосредственно привели к падению династии Цин, правившей почти 3 столетия, и созданию Китайской республики. Восстание возникло из-за народных волнений по поводу железнодорожного кризиса или Хугуанского кризиса. Можно также сказать, что Учанское восстание началось 10 октября 1911 года в Учане. После долгой серии безуспешных восстаний в разных городах страны повстанцам в Учане удалось свергнуть местное правительство. В результате восстания было создано военное правительство. В общем, первый современный режим на китайской земле, была провозглашена Китайская республика, а Китайская империя прекратила свое существование. В результате, за короткий промежуток времени многочисленные провинции объявили о своей независимости, что ознаменовало начало Синьхайской революции. Таким образом, Учанское восстание знаменует начало республиканской эпохи в Китае. Учанское восстание было начато новой армией. Руководители восстания практически не сотрудничали с революционно-демократическими силами, связанными с Сунь Яценом, у которого был план на период после падения династии Цин. И главной целью было отстранение маньчжуров от власти. После того, как восстание, несмотря на непрофессиональную подготовку и проведение, увенчалось успехом, революционеры добровольно передали полученную ими власть в руки представителей традиционной аристократии, которые были связаны с Ли Юаньхуном, хотя он не имел никакого отношения к революции. Благодаря усилиям устоявшейся городской элиты, иностранное правление династии Цин было прекращено, и социальный прогресс был остановлен. Правительства нового режима были слабыми и коррумпированными, так что вряд ли кто-либо из чиновников мог занимать свою должность более 6 месяцев. Однако власть Ли стала неприкосновенной, и даже китайская революционная организация, созданная Сунь Яценом, Тун Мэн Хой, не смогла ее ограничить после отречения последнего императора Айсиньгеро Пуи. Между военным правительством Ли и временным правительством Сунь Яцена возникла напряженность, что привело к союзу между Ли и будущим диктатором Юань Шикаем. За исключением изгнания маньчжуров, повстанцам не удалось совершить настоящую революцию. Аристократия укрепила свою власть. 15 лет после Учанского восстания были отмечены нестабильностью и правлением многочисленных военачальников. Китай достиг своего пика развития экономической мощи около 1800 года. При династии Цин в начале 19 века начался его упадок. Как и в Европе, население росло быстро, но в то же время индустриализация осуществлялась медленно, а площадь пахотных земель на душу населения сокращалась. Институционально династия Цин основывалась на устаревших концепциях, по сути, на монархии крестьянской экономики, в которой землевладение принадлежало аристократии. Вспыхнули сотни восстаний. Восстание тайпинов считается самым страшным крестьянским восстанием XIX века. Также великие мусульманские восстания, Дунганское восстание, были не менее жестокими гражданскими войнами. Империя Цин мало что могла противопоставить все более агрессивным западным державам ни в Первой, ни во Второй опиумной войне. Поражение в Китайско-японской войне было особенно тревожным, к которому добавились неравноправные договоры, которые в течение XIX века привели к усилению иностранного господства, территориальным потерям и высоким компенсационным выплатам иностранным государствам. Интеллектуалы в Китае разделились на несколько фракций. Реформаторы и конституционные монархисты во главе с Кан Ювеем и Лян Цичао взяли власть в свои руки и организовали реформы Го Даосюй в правительстве династии Цин. Реформы провалились из-за государственного переворота, совершенного вдовствующей императрицей Цыси.
Разочаровавшись в монархии и цинском правительстве, по всей стране начали возникать многочисленные революционные группы. В 1905 году революционные лидеры, такие как Сунь Яцен и Сун Цзяоджэнь, встретились в Токио, чтобы обсудить слияние различных революционных групп. После этой встречи была образована группа, известная как Тун Мэн Хой. После боксерского восстания или хэхуанского восстания многие западные державы рассматривали инвестиции в железную дорогу как часть консолидации своих сфер влияния на Китай. Провинциальные правительства с разрешения цинского двора также начали строить свои собственные железные дороги. Столкнувшись с продолжающимися финансовыми трудностями, отчасти из-за продолжающихся выплат компенсаций, репараций по боксерскому протоколу, заключительному протоколу, двор династии Цин в 1910 году обратился к Шэн Сюаньхуаю и придерживался его политики обеспечения иностранных займов путем национализации всех железнодорожных линий. Эта политика встретила жесткое сопротивление, которое быстро переросло в движение, известное как движение в защиту железных дорог. В ответ двор династии Цин подавил беспорядки силой, что привело к падению популярности правительства. 11 августа прошли массовые забастовки и митинги. 7 сентября вице-короля попросили решительно вмешаться, и он приказал арестовать ключевых лидеров по защите железных дорог, а затем приказал войскам открыть огонь по протестующим. Доверие населения к правительству династии Цин продолжало снижаться в ответ на эскалацию железнодорожного кризиса. Две революционные группы, литературное общество и прогрессивная ассоциация, эти группы тесно сотрудничали. Начиная с сентября 1911 года эти две группы начали переговоры с Тун Мэн Хоем о возможном сотрудничестве в следующем восстании. Первоначально дата была назначена на 6 октября, позднее эта дата была перенесена из-за недостаточной подготовки. 9 октября, когда один из руководителей, который отвечал за изготовление взрывных устройств на территории, которая сдавалась в аренду России, в Ханькоу, одно из устройств неожиданно взорвалось, в результате чего руководитель получил серьезные травмы. Когда он был госпитализирован, персонал больницы установил его личность и предупредил власти династии Цин. После раскрытия личности революционерам из новой армии, дислоцированной в Учане, грозил неминуемый арест со стороны цинских властей. Тогда руководитель литературного общества принял решение немедленно начать восстание, но информация о заговоре просочилась к вице-королю, и он приказал расправиться с революционерами, арестовав и казнив нескольких видных участников. Ранним утром 10 октября 1911 года революционеры, арестованные цинскими войсками, были обезглавлены вечером 10 октября. У Чжаолинь в качестве временного командующего возглавил революционные части новой армии, которые подняли мятеж против цинского гарнизона, захватив резиденцию вице-короля и захватив стратегические пункты в городе после ожесточенных боев. Когда вице-король бежал, цинский гарнизон пришел в замешательство. В период с ночи с 10 октября до полудня 11 октября более 500 маньчжурских солдат были убиты, более 300 взяты в плен. 11 октября мятежники сформировали военное правительство и убедили одного из высокопоставленных офицеров новой армии Ли Юаньхуна стать временным лидером.
Ли поначалу сопротивлялся этой идее, но в конце концов мятежники убедили его, обратившись к нему. Созданное военное правительство смогло подтвердить, что иностранные державы не будут вмешиваться в восстание. Данное правительство также стало поднимать свой флаг, подавая сигнал другим провинциям последовать их примеру. 12 октября революционеры двинулись к маршам по остальной части провинции, захватив при этом Ханькоу и Ханьян. В ответ на восстание правительство династии Цин обратилось за помощью к Юань Шикаю и Бэйянской армии, которые выступили в поход на Учан. Что касается революционеров, то Хуан Син прибыл в Учан в начале ноября, чтобы принять командование. Позиции революционных сил в Учане впоследствии были атакованы Бэйянской армией, и вскоре императорские войска смогли отбить Ханькоу 1 ноября и Ханьян 27 ноября. Наступление было остановлено после захвата этих двух позиций, поскольку Юань Шикай начал тайно вести переговоры с революционерами. Учанское восстание застало врасплох многих революционных лидеров. Многие не смогли вовремя добраться до Учан. Когда произошло восстание, Сунь Яцен путешествовал по Соединенным Штатам и обращался к китайцам за рубежом с просьбой о финансовой поддержки. Хотя Сун получил телеграмму от Хуан Сина, он не смог ее расшифровать и узнал о восстании на следующее утро из газеты. После успешного Учанского восстания революционеры разослали телеграмму в другие провинции и попросили их последовать их примеру, согласно которому 18 провинций Южного и Центрального Китая согласились выйти из состава правительства Цин к концу декабря 1911 года. И необходимо подчеркнуть, что восстание приветствовалось практически всем населением страны и вызвало эйфорию среди жителей Учана и его окрестностей. Династию Цин, и особенно правление маньчжуров, обвиняли во всех бедах, таких как нищета, несправедливость и бандитизм. После Учанского восстания, провозглашения военного правительства, аристократия, которая уже имела большую власть на местном и провинциальном уровнях, во времена династии Цин приобрела еще большую власть. Рост власти аристократии привел к тому, что сельское население, составлявшее 80% всех китайцев, столкнулось с еще более организованной группой землевладельцев, которые собирали налоги с еще большим рвением. Положение крестьян ухудшилось, в сельской местности начались волнения, тенденция роста цен продолжалась, снова были созданы тайные общества, призванные грабить богатых и помогать бедным. Некоторые созданные тайные общества даже ставили своей целью восстановление династии Цин.